Пермские посекунчики и кремлевская лапша. Чем кормили зятя Трампа в Москве и чем закончились 5-часовые переговоры? Нож в спину. Старый и крупный партнер России сливается. Путин не смог скрыть ярости. Удар по ФСБ в России. Несколько чекистов госпитализированы из-за взрыва. В Петербурге казах захватил радиостанцию. Провластные СМИ попытались скрыть истинные мотивы мужчины. Земля наша богата. Окружение Путина просит китайцев завладеть Россией. Об этих и других событиях вечера среды 3 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Он проделывал это с президентами, с английской королевой и папой римским, и он опять это сделал. По сообщениям CNN, не только Стиву Уиткофу, но и зятю Трампа Джареду Кушнеру пришлось терпеливо ждать Путина в кремлевской приемной. Переговоры длились 5 часов и закончились ничем. Президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений. По словам российского источника NBC, знакомого с позицией Кремля, Путин не готов уступить по 3 вопросам. Он хочет весь Донбасс, ограничений на численность ВСУ и международного признания захваченных Россией территорий. А ведь Уиткоф очень старался. Журналист Financial Times Кристофер Миллер заметил разительный контраст в настроении спецпосланника Трампа. На недавней встрече с украинцами в Майами он выглядел так, как будто его заставили прийти силой. Небритый, напряженный, отстраненный, без намека на улыбку и с полным отсутствием зрительного контакта. А вот в Москве рядом с Путиным появился другой человек, гладко выбритый, расслабленный, улыбчивый, с почти влюбленным взглядом. Во время прогулки по Москве гостей покормили посекунчиками. Нет-нет, я не оговорился, вот такое блюдо. И тут не могу сдержаться от комментария, неужели им не хватило путинской лапши? Российские СМИ подчеркивают, что этот скромный обед стоил всего одну среднюю российскую пенсию. В Вашингтоне не скрывают разочарования. Это та война, которая логически должна закончиться, потому что никто на самом деле не выигрывает ее в традиционном смысле. 7000 российских военных гибнут каждую неделю. Идет битва за пространство в 30-50 километров и 20% региона, которые остались. Ну, может, Белому дому пора прислушаться к выводам экспертов, которые в США все-таки есть. Доктор Стивен Бланк, бывший консультант ЦРУ и экс-профессор военного колледжа армии США, в интервью НВ объясняет на пальцах. Цель войны для России – уничтожить украинский суверенитет. Если этого нельзя достичь путем переговоров, то, как сказал Путин, они будут воевать до последнего украинца. Правда, доктор Бланк не оставил сухой нитки на переговорщиках Белого дома, высказав сомнения в их компетенции. А корреспондент Sky News вообще сравнил визит Уиткофа и Кушнера в Москву с турпоездкой. В итоге спецпосланник президента США по Украине отменил ранее запланированную встречу с Владимиром Зеленским после переговоров с российской стороной в Кремле и сразу отправился в Вашингтон. Болезненная оплеуха для режима Кадырова в Чечне. Стали известны подробности удара по зданию ФСБ в Очхой-Мартановском районе. И удар оказался не просто громким хлопком. Логово чекистов серьезно пострадало, а 2 сотрудника госпитализированы после попадания дронов. Это были вынуждены признать даже в самом ведомстве. Похоже, это был не единственный удар. По данным Астра, той же ночью под атаку могло попасть и здание МВД по Гудермесскому району. На прошлой неделе БПЛА ударили по военному городку практически в самом Грозном, где базируется 141-й моторизованный полк «Север», находящийся в составе Росгвардии. Кадыров вручал там награды командирам подразделения. В селе Борзой Шатойского муниципального образования была атакована базирующаяся там 8-я отдельная гвардейская горная мотострелковая бригада. Это уже не точечный эпизод, а системный пролом в безопасности региона, который в Кремле считали неприступным. Удар по Роснефти. Кроме США, свои санкции против корпорации ввел еще один игрок. За 2 суток уже 2-ю нефтебазу компании посетили дроны. В
ночь на 3 декабря украинские БПЛА ударили по нефтебазе в Тамбовской области. Губернатор сообщил о пожаре после падения обломков, но не уточнил объект. Мониторинговые каналы установили, это Никифоровская нефтебаза Роснефти. 14 резервуаров, более 10 тысяч кубов дизеля. Почти одновременно прилет был и в Воронежской области. Повреждены резервуары, якобы без возгорания, по официальной версии. Днем ранее ВСУ подожгли нефтебазу Роснефти в Орловской области. 3 удара по нефтянке за 48 часов. Минобороны РФ отчиталась о 102 сбитых дронах, но Тамбовскую область в сводке не упомянула. Попытка захвата радиостанции в России. В Санкт-Петербурге 52-летний мужчина ворвался в студию радиостанции «Шок» и, угрожая взрывом, потребовал дать ему прямой эфир. Как рассказали фонтанки сотрудники станции, все случилось во время эфира литературной программы. Ведущий открыл дверь на стук и сразу получил удар, отлетев к стенке. Нападавший прорвался в студию, сел в кресло ведущего, начал нажимать кнопки, настаивая на прямом включении. Получив микрофон, мужчина начал высказываться против войны, которую Россия ведет в отношении Украины. Он упоминал Москву и атомные бомбы. Сотрудники станции вызвали полицию и вышли из помещения. Никто не знал, блефует он или нет. Нападавший оказался уроженцем Казахстана по имени Нурлан. В итоге он сам сдался полиции. Фонтанка отмечает, что это уже не первый его выход в эфир. В октябре он пытался прорваться на другую радиостанцию Питер ФМ. Оказалось, что никакой бомбы или оружия при мужчине не было, но, как пишут пугливые российские СМИ, цитирую, он наговорил такого, что им теперь занимается ФСБ. У громкого нападения не менее громкое эхо. В Турции крупнейший нефтеперевозчик разрывает отношения с Россией. Бекистас Шиппинг, один из гигантов турецкого танкерного флота, объявил, что полностью прекращает любые операции с российской нефтью. Причина проста – безопасность. Решение прозвучало после того, как танкер «Мерсин», принадлежащий компании, пережил атаку, стоя на якоре у Дакара. Судно было серьезно повреждено 4 внешними взрывами, причина которых официально пока не называется. Но вывод для компании очевиден. Работать с Россией слишком рискованно. Компания управляет 29 танкерами и десятилетиями возила российскую нефть. Теперь этот поток обрывается. Тем временем обстановка в Черном море стремительно накаляется после серии атак на подсанкционные танкеры теневого флота РФ, Кайра, Вират и других. Фрахт подскочил, страховщики переписывают тарифы, а судоходные компании считают риски военными. Эти удары, похоже, причинили серьезную боль лично Владимиру Путину. Накануне хозяин Кремля не скрывал своей злобы и сыпал угрозами. Это пиратство, не что иное. Значит, они раньше, украинские вооруженные силы, пытались наносить удары по нашим портам. А сейчас новости с фронта. Пока Путин то слушал бравурные отчеты Герасимова, то пересказывал их гостям из Вашингтона, украинские защитники делали свою работу. Стало известно о провале планов россиян по захвату Гуляйполя на запорожском направлении. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Попытки россиян оккупировать Гуляйполе на запорожском направлении провалились. Путин надувается как шарик перед американцами в попытке продемонстрировать, что может на фронте все. Но реальность противоположная. Недели ранее появились сообщения, что россияне сумели продвинуться почти вплотную к городу, но закрепиться и тем более войти в Гуляйполе не удалось. Фронт держится. Вы можете больше никогда не увидеть наш контент. Целая армия ботов, троллей и фейков воздействует на алгоритм. Для того, чтобы всегда оставаться на связи, не просто подписывайтесь на канал, выбирайте параметр «Получать все уведомления». Так мы останемся на связи, когда начнется что-то поистине масштабное и значимое. Только на днях был неудачный запуск баллистической ракеты и катастрофа на Байконуре. И вот новый позор. Москва вынуждена отказаться от амбициозного проекта, который лелеяла годами. Строительство Северосибирской магистрали, той самой дороги из Сибири в Китай, которая должна была стать новым Транссибом, признали нецелесообразным. Причина банальная и убийственная. Денег нет. По данным источника «Коммерсанта», проект оценивается в 50 триллионов рублей, а РЖД из бюджета на все инвестиции в следующем году выделяют только 1 триллион.
На этом фоне глава Минэкономразвития Максим Решетников на сцене форума «Россия зовет» фактически признал, без китайских технологий и денег российская экономика начинает буксовать. Пользуясь случаем, хочу призвать китайские компании активнее приходить в нашу страну и локализовывать свои производственные мощности. Путинские чиновники практически хором просят китайских товарищей сделать Россию своей колонией. Неделю назад глава Роснефти Игорь Сечин заявил о готовности России стать ресурсной базой КНР. Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом. Как там было в летописи? «Земля наша богата, порядку только нет. Придите и владейте». У россиян появилась возможность повесить Владимира Путина. На елку, конечно же. В Екатеринбурге стартовали ранние новогодние распродажи, и на прилавках всплыла самая востребованная игрушка сезона – елочный шар с лицом хозяина Кремля. Цена 699 рублей, но реакция у покупателей странная. О ней рассказали изданию «Ура.ру» продавцы. На прилавке много красивых изделий, но эти шары привлекают большое внимание. Люди подходят, активно интересуются, но не покупают. Может, прицениваются, а может, пока просто рано. Как думаете, почему же они его не покупают? Делитесь версиями. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.